Место лишения свободы само по себе отдает унынием и страданиям, но для кого-то это, как говорится, дом родной. На эту тему есть много мнений и суждений, с которыми можно соглашаться, а можно, конечно же, спорить. Привет, ты на канале Кинотест. Сегодня я расскажу о 5 фильмах про тюрьму. Это третья часть подборок на данную тему. Все ссылки находятся в описании. Поехали! Пятое место. Старые счеты. Главный герой Фрэнк живет по понятиям и поступает по понятиям. Однажды он соглашается взять вину в одном преступлении на себя, чтобы отвести подозрения от друзей. Но поступив так благородно и отсидев срок, он выходит переисполненной решимости свести счеты с теми, кого когда-то считал своей семьей. Однако Фрэнк встает перед выбором – начать мстить или же послушать уже взрослого сына и простить тех, кто подпортил ему жизнь. Старые счеты стоят на порядок выше последних фильмов Николаса Кейджа. Безусловно, это все тоже дешевое кино, снятое с целью привлечения внимания к вышедшему в тираж актеру. Но также это и качественный боевик, отсылающий к золотой эре жанра. По крайней мере, это старался воплотить автор. Четвертое место. «Мустанг». Осужденный преступник, отбывающий срок в тюрьме Невады, вынужден участвовать в реабилитационной программе по приручению мустангов. Неожиданно для себя он привязывается к самой неукротимой лошади, которая помогает ему бороться с собственными демонами. В фильме не так много слов, поэтому основной акцент делается на эмоции, взгляды и внутренний посыл. В рамках зрелищности это очень простое кино, где нет тюремного драйва и криминального экшена, но есть глубокомысленная драма, поднимающая данную картину на довольно высокий уровень зрительского восприятия. Для истинных поклонников хорошего авторского кино это будет прекрасное времяпровождение, а для всех остальных фильм может стать весьма занудным и пустой тратой времени. Третье место занимает фильм «Веселые каникулы». Безымянный герой Мэла Гибсона по кличке Водитель проваливает ограбление. Его вместе с непутевым напарником ловят на мексиканской границе. Поначалу американцы хотели легко отдать преступников на растерзание властей соседней страны, но огромная сумка поменяла их мнение. Правда, было уже поздно, так что непутевый гринго отправляется в мексиканскую тюрьму. История не содержит практически никаких сюжетных поворотов, да и сама мексиканская тюрьма просто выглядит не опасной, так как герой Мэла Гибсона спокойно устраивает разного рода диверсии и сбегает. Только начало было более-менее жесткое. Главного героя там неплохо избили и бросили в комнату с кучей отмороженных преступников. А еще у фильма есть цвет. Он желто-оранжевый. Конечно же, он символизирует типичную тюремную форму уголовников Запада. Второе место. План побега. Один из самых выдающихся мировых специалистов по системам безопасности по имени Рэй Бреслин в исполнении Сильвестра Сталлоне соглашается на последнюю рисковую операцию – сбежать из суперсекретной высокотехнологичной тюрьмы, которую называют гробницей. Но что-то происходит не так, и главный герой оказывается настоящим заключенным, над которым издевается руководитель тюрьмы и его подчиненные. Преданный Рэй вынужден прибегнуть к помощи напарника, заключенного Эмилия Ротмайера, которого играет Арнольд Шварценеггер, чтобы разработать отчаянный и практически неосуществимый план побега из самой защищенной тюрьмы в мире. И первое место в моем топе получает фильм «Преступник». Чудесный семьянин с грандиозным будущим теряет все, когда он случайно убивает грабителя, который ворвался в его дом. Суд приговаривает его к 3 годам заключения в тюрьме строгого режима, где существуют свои специфические правила и понятия. Это напряженное тюремное кино с типичным набором атрибутов жанра: драки и убийства заключенных, произвол администрации. Создатели сгустили краски для большего драматизма. При этом перед нами психологическая драма о человеке, пытающегося просто выжить в тюрьме. Скромный и растерянный парень вскоре превращается в уверенного и непоколебимого бойца, готового уничтожить весь мир ради защиты людей, за которых он взял ответственность.
Подписывайся на канал и оценивай это видео. Пока!